Кораблекрушение судна Илья Мечников в порту Тартус. Судно Илья Мечников – турбоход водоизмещением в 11200 тонн и скоростью в 14 узлов, построен на французских верфях и плавал в составе флота Азовского пароходства. Он перевозил генеральные грузы во многие порты мира, не раз заходил в сирийские порты, куда доставлял строительные материалы и оборудование для сооружающейся с помощью Советского Союза Евфратской гидроэлектростанции. 1 октября 1973 года вышел из порта Ильичевск на сирийский порт Тартус, имея на борту всего 3779 тонн, в том числе 557 тонн на палубе генерального груза. Листовая сталь, рельсы, трубы, шпалы, пропитанные криозотом, находились в трюмах, а на их крышах – металлоконструкции весом по 17-20 тонн. Кроме того, на палубе перевозились и автомобили. 5 октября прибыли на рейд сирийского порта Тартус и стало на якорь в ожидании выгрузки. В Тартусе с советских времен размещалась база снабжения и обслуживания Черноморского флота России, где регулярно дислоцируются солдаты российской армии. База была построена по соглашению, подписанному в 1971 году между Сирией и Советским Союзом. Советы создали базу с намерением установить постоянное присутствие в восточном бассейне Средиземного моря с целью поддержки действий советского военно-морского флота в Средиземном море. С 6 октября 1973 года начался вооруженный конфликт из Израилем и коалицией арабских государств во главе с Египтом и Сирией. Война длилась до 25 октября 1973 года. 12 октября 1973 года. В 8 часов 30 минут, находясь на внешнем рейде порта Тартус, судно Илья Мечников в результате прямого попадания двух ракет, выпущенных военными катерами, которые совершали очередной налет на объекты, получил две пробоины по правому борту в районе 2 и 3 трюмов ниже действующей ватерлинии. Ракеты взорвались внутри трюмов, возник пожар, распространившийся на машинно-котельное отделение и среднюю надстройку. Две аварийные бригады приступили к тушению очагов пожара. Одну из них возглавил старший помощник капитана Калугин, другую второй помощник Парханюк. Ликвидировать пожар своими силами экипажу судна не удалось. Во избежание гибели судна и груза, капитан намеренно посадил судно на глубине около 9 метров, курсом 2270. Экипаж на спасательных шлюпках покинул борт судна. Все трюмы были затоплены до уровня забортной воды, средняя надстройка выгорела, в районе машинно-котельного отделения были слышны взрывы, возможно, взорвались масляные и расходные топливные цистерны. Такая первоначальная информация капитана Вовка в адрес Азовского морского пароходства и Минморфлота была передана через спасательное судно «Посейдон», на котором и была отправлена в Союз часть экипажа Ильи Мечникова. Третья ракета «Габриэль», пущенная по находящимся в гавани по судам, угодила в волнолом порта. Ее взрывом был серьезно поврежден один из сирийских катеров. Сирийские катера в ответ произвели несколько безуспешных пусков ракет П-15 прямо из гавани. Погибших на судне Илья Мечников не было. Моряки во главе с капитаном Вовком до конца боролись за жизнь судна. Помощь морякам горящего транспорта оказывали экипажи теплоходов Руза, Сарата-Краснодар. С ноября до декабря 1973 года велись подготовительные работы по подъему судна. Все работы не увенчались успехом, после жесточайшего шторма судно разрушилось. Война началась 6 октября 1973 года, когда арабская коалиция совместно предприняла внезапное нападение на Израиль в священный для евреев день Йом-Кипур, который произошел одновременно со священным для ислама месяцем Рамадан в этом году. Египетские и сирийские силы пересекли соответствующие линии прекращения огня с Израилем и вторглись на Синайский полуостров и Голландские высоты соответственно. Узнав о готовящемся нападении, премьер-министр Голда Меир не стала предпринимать никаких превентивных мер,
подобно тем, что предпринял премьер-министр Леви Эшколь в июне 1967 года. В своих показаниях Голда отметила, что вторая война, развязанная Израилем против арабских стран, была бы негативно воспринята прежде всего международным сообществом. Премьер-министр Голда Меир несколько секунд неуверенно хмыкнула, но затем приняла четкое решение. Превентивного удара не будет. Возможно, Израилю скоро понадобится американская помощь, и было совершенно необходимо, чтобы его не обвиняли в развязывании войны. «Если мы нанесем удар первыми, нам никто не поможет», — сказала она. 6 октября 1973 года, в день начала войны, Киссинджер сказал Израилю не наносить превентивный удар, и Голда Меир подтвердила ему, что Израиль этого не сделает. После того, как Голда Меир приняла решение, встретилась с американским послом Кеннетом Киттингом, чтобы проинформировать Соединенные Штаты о том, что Израиль не намеревается начинать войну превентивно, и попросила, чтобы усилия США были направлены на предотвращение войны. Электронная телеграмма с отчетом Киттинга о встрече была отправлена в США в 16 часов 33 минуты. Позднее пришло сообщение от госсекретаря США Генри Киссинджера. В то же время Киссинджер также призвал Советы использовать свое влияние для предотвращения войны. Связался с Египтом с посланием Израиля о недопущении упреждения и отправил сообщение другим арабским правительствам, чтобы заручиться их помощью на стороне умеренности. Эти запоздалые попытки оказались тщетными. По словам Генри Киссинджера, если бы Израиль ударил первым, он не получил бы даже гвоздя от США. 6 октября 1973 года в 2 часа дня Израиль подвергся военному нападению со стороны Египта и Сирии. Пока израильтяне молились, арабские армии стремительно продвигались на северном и южном фронтах. Уже в первый час войны авиация арабских стран нанесла серьезный удар по израильским позициям на Голландских высотах и Синайском полуострове. Давид Элазар предложил мобилизовать всю авиацию и 4 бронетанковые дивизии, в общей сложности от 100 тысяч до 120 тысяч военнослужащих. В то время как Даян выступал за мобилизацию военно-воздушных сил и 2 бронетанковых дивизий общей численностью около 70 тысяч человек. Голда Меир выбрала предложение Элазара. Военное и политическое руководство еврейского государства пребывало в состоянии шока. Израильтяне дорого заплатили за этот шок. Потери в войне составили 2656 человек. Таких потерь не было даже во время войны за независимость в 1948 году. Если бы мы первые начали в 1973 году войну, нам точно никто бы не помог, и еще неизвестно, сколько бы наших сыновей погибло от того, что им не хватило бы вооружения для окончательной победы, отметила премьер-министр.